Смотрите, шва почти не видно. Его не видно. Будто полотно связано одной сплошной деталью. Техника петля в петлю. Эта техника идеально подходит для сшивания носков, плечевых швов, капюшонов, шарфов и многих других вязаных изделий. Я буду использовать вот этих два образца и будем выполнять шов петля в петлю. Будем сшивать изделие. Я покажу вам, как это правильно делать. Постараюсь показать очень медленно. Это не так, для новичков это не очень простое занятие поначалу, но потом, когда вы все поймете, особенно как необходимо брать петлю, за какую стенку, с какой стороны, то закрытыми глазами научитесь сшивать все ваши вещи. Итак, я оставляю 1 длина, 2, 3, 4 длины. Можно 3, можно 4. Я всегда советую брать на всякий случай немножко больше. И у меня вот такая иголка от Knit Pro для выполнения всяких швов на трикотажных изделиях. Вот у нас получается лицевая сторона, изнаночная к изнаночной, и лицевые стороны у нас находятся сверху. Так, смотрите, берем первая петля, то есть берем нитку нашу рабочую, да, сверху, вот она, и начинаем сшивать. Захватываю одну петлю, вот у нас рабочая нить, на спице, которая поближе к нам, и я начинаю сшивать петли, снимаю петлю со спицы, которая находится дальше. И смотрим. Так, смотрите, у меня стенка получается, вот так у меня лежит петля. Захватываю за заднюю стенку, не за переднюю, так как в данном случае, если я буду подбирать петли за переднюю стенку, они получатся скрещенные. То есть вы смотрите, смотря в зависимости от того, как у вас располагаются петли на спице. Если вы, к примеру, вяжете носки по кругу, то петли могут располагаться, к примеру, вот таким образом, да. То есть, если петля располагается таким образом, то петлю мы берем вот так, для того, чтобы она не была скрещенная. В данном случае я петлю подбираю сзади наперед, вот так вот, таким образом. Снимаю петлю и здесь стараюсь сильно не затягивать. Вот. И мы будем подбирать, сшивать заднюю петлю с задней, переднюю с передней. Смотрите, вот у меня первая кромочная петля, вот она. Я беру ее вот за эту стенку, я ее как бы разворачиваю. Так, сейчас, где она? Это нить. Я ее, вот эту петлю кромочную, вот разворачиваю и подбираю вот эту петлю. Тоже вот таким способом, чтобы она здесь сзади не была скрещенной. То есть я не буду брать петлю вот так. Я беру петлю вот так. Так, я надеюсь, сейчас мы по мере продвижения вам все станет понятно. То есть мы сшили 2 задних, как бы, да, протянули нить через 2 задних петли, и теперь 2 петли, которые находятся на спицах спереди. Вот я подбираю вот эту кромочную петлю и вот эту петлю за заднюю стенку, чтобы петли не были скрещены. То есть я не беру вот эту петлю, я не беру ее за переднюю стенку, я беру ее за заднюю стенку. Спица заходит сзади наперед. Так. И переходим сюда. Смотрим здесь. Вот она, моя петля. То есть вот идет петля, ряд, да, вот она. Я подхватываю эту петлю. Спица заходит, смотрите, справа налево. И подхватываем петлю со спицы.
Снимаю петлю со спицы и протягиваю рабочую нить. Дальше вот она наша петля, вот она. Подхватываю справа налево. Эту петлю я подхватываю сзади. Протягиваю. И снова ищем петля. Вот у нас этот ряд, последняя петля и петля со спицы. И так повторяю, смотрите, вот она, моя петля. Подхватываю петлю со спицы. Здесь старайтесь не слишком затягивать, ну и вот. Дальше смотрим, где здесь наша петля. Вот она. И таким образом, петля в петлю, мы сшиваем наше изделие. Вот она, видите? Вот наш ряд, вот наша петля. Она здесь заканчивается. Подхватываем петлю со спицы. Дальше. Вот она петля. То есть, видите, эта петля у нас не должна быть скрещенной. Ни задняя петля, ни передняя. Когда мы снимаем их со спицы, петли не должны быть скрещенными. Поднимаю петля, петля со спицы. Вот она. Вот таким образом сшиваем наше изделие. Вот видите, петля, которая рядом с этой петлей, вот она, мы ее подхватываем сверху вниз, вот таким образом. То есть, конечно же, вот не снизу вверх, да, так неудобно, сверху вниз. И у нас получается как бы близлежащие стенки каждой петли, мы их соединяем, но таким образом, чтобы они не были скрещенными и лежали друг к другу, так сказать, не скрещиваясь. Вот, вот у нас одна петля, вторая петля, вот у нас одна стенка петли и вторая стенка петли, то есть близлежащие между собой стенки каждой петли. Впереди и сзади тоже. Также одна стенка. Так, сейчас подхватим все. И вторая. То есть, скажем так, между собой стенки должны соединяться. Каждой петли вот одна и вторая. Вот она петля. И вторая. Таким образом сшиваем. Давайте еще парочку. Одна петля, вторая. Я надеюсь, вам все понятно. Если непонятно, пересмотрите видео еще раз. То есть принцип, видите, две петли и близлежащие стенки между собой вот таким образом должны располагаться. И то же самое. Так, где у нас наша петля? Вот она.
И посмотрите, как у нас все здесь красиво получается. Шва совсем не видно. Видите? Вот она, лицевая сторона. То есть никто не найдет здесь никогда никакой шов. С лицевой и с изнаночной стороны. Надеюсь, вам все понравилось, у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока!